что такое российская армия? Российская армия – это та же тюрьма. В Москве облав не будет. Это была очень болезненная для них практика. Они сразу после заморозки понимают так, что на Кадырова пойдет прям охота серьезная. Привет, друзья, я Григорий Герман, с нами снова, к нашей великой радости, Ростислав Урзагулов. Приветствую тебя. Приветствую, Григорий. Две кнопки, которые вам обязательно стоит нажать, причем сделать это прямо сейчас, подписаться на YouTube-канал ICTV, поставить колокольчик на YouTube-канале ICTV и, конечно же, то же самое можно сделать с каналом Ростислава Мурзагулова. Поверьте мне, друзья мои, эти 4 нажатия кнопки могут изменить вашу жизнь к лучшему. Это важно. А вот жизнь 160 россиян 160 тысяч россиян призывного возраста в ближайшее время к лучшему точно не изменится. По твоему ощущению, какие у Путина планы на эти 160 тысяч призывников? Ну, все как обычно, всех в черные пакеты и медальки раздать родным, мясорубки, что там еще они дарили, значит, дрова, наборы Пельмени, там, да. с конфетами, пельмени, ну вот Да. примерно так. То есть, вообще, в принципе, да, вопрос, знаешь, еще какой? Как ты думаешь, если в России люди сейчас, которые предполагают, что хоть кто-нибудь из этих 160 тысяч останется где-то в ППД, будет служить недалеко от того места, где их, так сказать, взяли за бары, и так далее и тому подобное. Или на самом деле все уже в России понимают, что эти 160 тысяч призывников так или иначе рано или поздно попадут на фронт? Гриш, ну всем понятно, что 160 тысяч человек, рекордное количество, они набирают не для того, чтобы они там, я не знаю, в учебке где-нибудь там в Вологде штаны просиживали, когда у Путина, значит, последняя агония вот этой войны, и когда ему хочется хоть что-то изобразить, значит, как победу, захватить что-нибудь. Понятно, что Днепр форсировать они не будут точно, вообще даже не важно, Трамп, не Трамп, там что там будет. Даже если вся помощь Украине прекратится, все равно не решатся, не пойдут, они не полезут туда. И вообще я вот несколько могу тебе истории рассказать из российской глубинки. У меня в разных регионах есть там свои агенты влияния, так сказать. Ну, на Да. самом деле, просто какие-то знакомые, которые, ну, неравнодушные люди, такие в России есть, не надо говорить, что там все прям маньяки-убийцы, значит, которые рассказывают, что там происходит. Ну, вот они мне говорят, что, например, там в одной из околомосковских областей вот недавно прямо целый собрали праздник в связи с тем, что человек, значит, поступив вот в эту армию, да, соответственно, в 22-м, получается, году он туда пришел, значит, его 2 года с первого дня долбили, обрабатывали, подписывай, 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 там, с пресс-хатами, значит, с избиениями, со всем. И, значит, он там родственникам жаловался, они там жалобы в Минобороны писали, там, они его отбивали 2 года, и 2 года, значит, прессинга, и за 2 года он не подписал и вернулся домой, и его там встречали, ну, не то, что как героя, а как умного и нормального человека. И там собралось там 20 человек, праздник, все, ну, напились, естественно. Да. Значит, и вот мне с этой пьянки прям звонили и рассказывали, что, ну вот, представляешь, там этот наш-то вот, как его зовут, не буду говорить, значит, какой молодец. То есть, хоть 18 лет пацану, а башка на плечах есть. То есть, как бы есть там понимание, ну, конечно, есть. И потом, что такое российская армия? Российская армия – это та же тюрьма. Та же тюрьма, там нет никаких прав, там крайне редкие свидания с родственниками, как, примерно как в тюрьме. Значит, там, если даже ты родственникам что-то там маляву передал, значит, значит, на волю, о том, что тут тебя прессуют и могут убить. Ну да, они могут жалобу написать министру обороны или могут написать жалобу президенту, который все равно спустят министру обороны. Так работает Да. российская система жалоб, прекраснейшая. Ну и, соответственно, министр обороны скажет, ну, как у нас поговорка была, я помню, на Первом канале лет 25 назад, умер, значит, умер. Значит, ну, это вот профессиональный цинизм такой, профвыгорание, знаешь. И вот там-то выгорели все давно, там в душе ни черта не осталось. Ну и вот, и, соответственно, поэтому сейчас они, конечно, нормальные, адекватные, они бегают оттуда прям сверкая пятками. То есть сейчас в России, кстати, очень выросли цены на отмазку от армии, потому что раньше это все была прям налаженная такая, знаешь, как так сказать, такой конвейер взяток, офицеры, значит, в эти комиссары. И сейчас очень выросли цены, и сейчас они, видимо, в доле сейчас стали с какими-то, то ли с ФСБшниками, то ли с Мгм, кем-то, с мгм. ментами. И там ну, где-то на порядок выросли цены, там, как в Москве, например, чтобы не загребли в армию. Значит, врачи стали брать сильно больше, потому что врачей стали новые врачи контролировать, там целые комиссии собрали.
Значит, потому что все не хотят, ну, потому что, ну, как бы я всегда говорю так, что идиоты и мерзавцы, они конечны в любой, значит, социальной системе, в российской в том числе. Поэтому вот им будет тяжело набрать эти 160 тысяч. Я думаю, что у них будет недобор там, ну, приличный. Они, конечно, нарисуют в отчетах, что все набрали, но думаю, что будет мало. Ну и правильно. Кстати, это говорят, что был всплеск количества желавших подписать контракт на фоне Трампа в январе, да, и в начале февраля, когда он там типа все... Да, этот феномен был, я могу рассказать, да, Да, я да, понял и вот вопрос. интересно. А потом типа бумц и все, да, и что это было? Да, все правильно. Потому что, значит, смотри, там была какая петрушка. Значит, там все начали думать, что сейчас все закончится. И в этом были уверены все, начиная там от первого дворника, там, заканчивая последним кремлевцем. Я вот так на воротах расположил. Понятно Да. почему, да? По важности для Значит, государства, да. ну, просто по моей оценке, Да. по этих моральных качеств людей, как бы. Значит, вот так я расположил эту, значит, социальную лестницу в России. Значит, и, соответственно, они начали думать как, что, значит, можно туда поступить, получить подъемные, но потом тебя не убьют, потому что все закончится. Мгм. А теперь, значит, в народе все уверены, что нет, ничего не закончится, еще долго-долго. Значит, все опросы в России показывают, что эта петрушка еще там чуть не навсегда. Они по этому поводу, кстати, очень страдают и переживают. И опросы нормальных организаций дают достаточно обнадеживающие цифры. Ну вот, а вот эти вот самое интересное, что которые наверху, они еще думают, что это так до сих пор, что все-таки будет какой-то, значит, мир, заморозка они это называют дело. Мгм. И я буквально позавчера последний раз разговаривал с человеком, ну, вот с той стороны, что называется, и он мне, человек, рассказывал, что да, и в связи с этой заморозкой там по полной программе во всю совещание у Кириенко идут, как, значит, вводить, значит, в мирную жизнь этих СВОшников, да, сотни тысяч архаровцев, да, Да. убийц, насильников, мародеров и зэков на 2/3. Значит, как значит, относиться к проблеме, значит, вообще вот того, что это все было, да, как Мгм. освещать тематику героев России, освещайте меньше СВОшников, освещайте больше, значит, ВОВ, освещайте хоть гражданскую войну, хоть шведов под Мгм. Полтавой, лишь бы не СВО, то есть уводите от этой темы. То есть они Мгм. как бы вот в верхах по-прежнему готовятся к тому, что сейчас вот все-таки заморозка случится, народ разочаровался, а эти почему-то так все еще думают, видимо, все-таки это то мнение, которое и у меня есть тоже, что Путин это трусливая крыса, и что когда Трамп начнет на него топать ножкой, он побежит сдаваться. Я в этом уверен вот на 100%. Меня ругают, меня добрым сказочником называют некоторые, значит, зрители мне пишут в личку, что вот вы все время говорите хорошее об Украине, вы добрый сказочник. Я говорю, я не добрый сказочник, я просто знаю Путина. Я просто четверть века на него смотрю. И когда его прижимают к стенке, хоть в Чечне, когда прижали его к стенке, хоть, значит, да посмотрите, да под Изюмом Купенском, под Херсоном, когда его, под Киевом, когда прижимали к стенке и начинала проглядываться там возможность окружения, разгрома. Это что делал Путин? Правильно, бежал, сверкая пятками. Какой будет эта мобилизация? Как будут сейчас добирать вот этих контрактников и какой будет мобилизация? В Москве будут облавы? В Москве облав не будет. Это была очень болезненная для них практика. Там прямо началось бурление. Тогда началось, значит, массовое, значит, отъезжание людей. Казахстан, Тбилиси, помнишь эти все Да, очереди на да. Верхнем Ларсе и так далее. И там, я помню, там озолотились там менты эти осетинские, которые, значит, брали по 10 тысяч рублей просто за то, чтобы люди проехали дальше. Они просто останавливают и говорят, что офицер, Да, что да. нужно? Говорит, 10 тысяч рублей. Эти даже не спрашивают, за что, почему, что нарушил. Просто молча в окно ему 10 тысяч рублей, едут дальше, еще через 2 километра еще одна мусорская машина. И вот это, конечно, фантасмагория была такая, вся Россия гудела, все обсуждали рейтинги, значит, все плюхнулись, даже придворные, значит, куда-то вниз и у Путина, и у войны, и у всего. Значит, нет, это болезненная очень практика, они так делать не будут. Они пойдут по пути, значит, травли, э, расизма в отношении нацрегионов опять. Они опять пойдут пылесосить сейчас Башкортостан, Тыву, Якутию. Значит, Кавказские регионы, кстати, тоже будут меньше трепать, потому Да, что да, да. Кавказ, ну, уже там женщины начали собираться, а это страшно. Когда на Кавказе женщины собираются и говорят, так, значит, джигиты все, значит, с коней слезли и сюда. Слушайте, что я сейчас вам скажу. Там такие сборы прям уже пошли, сходы женские. Мгм, И это мгм. серьезно. Вот там женщина обычно скромно себя ведет, но когда она вот так сказала, то это все, лучше не спорить. Даже Рамзан спорить не стал. Когда ему сказали, ты что,
Охренел, собираешь. И он начал брать с других регионов пылесосить тоже. Ты думаешь, будут повышать выплаты за подписание контракта или повышать уже не из Уже, чего? наверное, не с чего, потому что у них же по швам трещат бюджеты, значит, у них, смотри, там интересная новость, вот вчера была свеженькая, да, они печатают опять, значит, бумажки с займами. Они до этого просто тупо печатали деньги. Это можно Липсица почитать, чтобы мне не доверять вопросу Да-да-да. экономики. Да. Значит, он подсчитал, значит, у него получается почти в 2 раза за вот годы войны нарастилась денежная масса в России. Да? То есть, понимаешь, да, это просто фантики. Вот. А сейчас плюсом к этому у них огромная дыра в бюджете была, мы с тобой это обсуждали в первые 2 месяца этого года. Значит, Да. 4 триллиона рублей. 4 триллиона за 2 месяца. И вот они печатают сейчас там на триллионов, по-моему, 5, что-то около 4,6, 4,8, что-то я не запамятовал точную цифру. Ну, в районе, значит, чтобы превысить вот эту дыру, значит, они печатают вот эти вот, значит, договоры займа, да, то есть облигации займа. ОВГЗ, да. Значит, Да. да, и надеются, значит, с их помощью закрыть эту дырку. Но у меня большой возникает вопрос. То есть, либо они думают, что у них закончатся выплаты вот эти вот, да, за счет М, которых дыра образовался. А мы с тобой понимаем, что это за дыра. Мы понимаем, что это дыра военная, то, что на войну идет. Вот это же особенно не было предусмотрено. Они же хотели Киев за 2 дня брать. Да, Ну, да. там, кстати, за 2 дня в оригинале, значит, это великая фраза, да, легендарная, а не за 3, как почему-то все думают. Ну так вот, а так как он за 2 дня что-то не взялся, как бы, да, ну вот они сейчас, видимо, думают, что все, они больше дырок делать не будут. Видимо, все-таки они пойдут на это соглашение с Трампом. Ну раз как бы финансовый блок, ну он же не на 20 триллионов как бы займов выпустил, а на именно Да. на 5, чтобы прикрыть вот эту. Ну а больше неоткуда поступить деньгам, потому что санкции никто не снимает, на самом деле никакие фирмы в Россию не возвращаются, ничего не происходит. Важные истории вышли с публикацией о том, что Кадыров вступил в конфликт с Кремлем. В Москве якобы недовольны тем, что Кадыров активно ищет безопасный аэродром для своей семьи на Ближнем Востоке, да, там, в ближневосточных монархиях. Странное такое заявление. Мне почему-то казалось, что безопасный аэродром у Кадырова в Дубаях, так, по-моему, уже размером с Хитроу, да, вот такой вот Мы с безопасный тобой это аэродром. обсуждаем полгода, и тут вдруг журналисты, значит, либеральных СМИ решили, а чего мы про это не говорим, да, тоже Да, да, расскажем. Ну да. ладно, ну хорошо, пусть присоединяются. Это слив через кого-то, да, потому что мы говорили с Галямовым об этом, он считает, что это может быть сливом войны между разными башнями, да, там, условно говоря, борьба между Дмитриевым и Сечиным привела к тому, что вот этого начинают удалять из этого пула людей, которые общаются с Ближним Востоком. И там сразу несколько таких, как бы, как вот в геологии, тектонических плит друг на друга находят, значит, да, значит, начну вот с такой, значит, плиты, да, то есть с учетом того, что российские элитарии, они все-таки думают, что будет заморозка вот это, да, то есть они сразу после заморозки понимают так, что на Кадырова пойдет прям охота серьезная. Потому что Кадыров, он и раньше, вот еще один тектонический, да, там, значит, стык, да, 2 плит. Значит, он и раньше был в состоянии войны, как и его отец, которого убили чекисты, безусловно. У меня нет никаких сомнений. И у многих, кто знает ситуацию, там сомнений нет. Там никто больше физически не мог его убить. Никакие лесные братья, значит, которых там уже тогда уже всех взяли на службу значит, Кадырову-старшему, не могли, да и не хотели. Ну так вот, значит, это вот война Кадыровых значит, генералами путинскими идет уже, получается, тоже четверть века. Значит, но при этом за последние несколько лет Рамзан офигел так, что они его сейчас не пытаются уничтожить, жить, я не знаю, что сделать, только потому, что война еще идет. И Путин, ну, как бы не оценит такого поведения, потому что, ну, так иначе, хоть ТикТок, хоть, значит, хоть и между струек, хоть и аккуратно избегая столкновений с ВСУ, но они там на линии фронта хотя бы есть. Значит, сколько-то там, да, и это тоже для них сейчас важно. Для них сейчас каждые тысячи, там, несколько тысяч солдат – это большая ценность. Поэтому сейчас они это не делают, но как только будет заморозка, они попрут на него в атаку. И именно поэтому у Рамзана происходят сейчас вот эти вещи. Именно поэтому он, значит, более четко записывает, значит, свои бизнесы на прямо членов своей семьи. Понятно, да? Дочка вице-премьер, да бог с ней, поставлю другого вице-премьера, иначе еще родственников у меня дофига. Но это родная дочь. И, соответственно, на ней записанный бизнес – это более надежно, думает Рамзан. Ну, он не знает советских реалий и российских, но пусть так думает, хрен с ним. Значит, далее.
действительно, там в Дубае подготовлена не просто, значит, это самая жилплощадь какая-то, да, там подготовлена крепость, которая может выдержать прям серьезную осаду. То есть туда просто так Мишкин с Чипигой не приедут и никого не убьют, ну, потому что там это все замкнутое пространство, продуманное, значит, со всех сторон, там, значит, с наблюдательными пунктами, значит, с вооруженными людьми, которые уже там находятся. И там сейчас часто стали бывать родственницы Кадырова, вот в основном девушки, потому что мужиков не очень отпускают сейчас, потому что понимают, что начаться может в любой момент. Мгм, Значит, мгм. и вот этот, значит, выстрел по Эмбрайеру был, по моим там данным, произведен, потому что они в том числе хотели показать Кадырову, что они могут сделать все, что угодно. Это же путинские генералы сбили Да. этот самолет. То есть они, грубо говоря, контролируют небо над Чечней. Он от них сильно зависим. И поэтому, когда начнется очередная война, ему уже на самолетике так просто, знаешь, на своем сел и полетел из Грозного куда захотел, так просто будет уже не удрать. То есть они могут точно так же снять его. Да, они, конечно, наверное, не хотели бить по гражданскому самолету, они, наверное, думали, что это какой-то чеченский самолет, потому что на эмбрайерах многие летают кадыровские кенты, они недорого в аренде стоят, и ну, достаточно нормальная машина, я сам на ней летал. Значит, поэтому вот там такая вот трагическая случайность получилась. Они это хотели убить не тех людей, которых они убили, а каких-нибудь чеченцев, грубо говоря, они хотели завалить. Ну вот, а попали в Азербайджан, и значит, тут был международный конфликт. То есть, вот, в общем, у них эта война идет давно. Действительно, да, еще были выемки, подготовка к выемке документов в фондах Кадырова. Значит, и Мгм, в фондах окей. Кадырова там, я не знаю, смотрел ты фильм «Адвокат дьявола», там, помнишь, был такой Эдди Барзун, Да, да, значит, да, да, управляющий делами вот дьявола, да? И вот да. он там проводил, как он сказал, генеральную уборку. Вот в фондах Кадырова проводили генеральную уборку. Значит, мне прямо тут люди рассказывают, что никогда такого не было, никто никогда не боялся никаких ментов. И тут вдруг прямо они там, значит, засучив рукава, в Шредеры, значит, привезли туда Шредеров, там 100 штук, значит, я не знаю точно сколько, много. Значит, и вот уничтожали документы, которые хоть какую-то ценность представляют. Но в Чечне это не спасет, потому что там, там же как, там пришли деньги из России, значит, федеральные, значит, бюджетные, значит, региональный бюджет. И там происходит же очень простая вещь. То есть это в других регионах там имитируют там дорожные работы, имитируют там еще что-то такое, да, для того, чтобы деньги вывести. Там они вообще ни черта ничего не имитировали, а сразу отправляли на обнал все. И поэтому там генеральную уборку надо проводить, там в Чечню надо на всякий случай всю, значит, в Шредер засунуть, тогда, может быть, будет незаметно, что там, значит, они украли, потому что, ну, там очень прям легко все будет. Вот, и поэтому это, конечно, наивность, что, ну, просто фонды там еще имели отношение к матери Рамзана, а у него вот такое, значит, отношение, что, ну, ладно, придут ко мне, ничего еще, а вот если там, ну, там, мать, как бы там на допрос вызовут, ну, для него это прям совсем, эта планка упадет сразу прям автоматом четвертая, там, третья чеченская пока что война. Слушай, Да, а спроси. Кадыров проиграл в схватке за Вайлдберрис? Нет, в схватке за Результат. Вайлдберрис он не проиграл. Значит, там как раз, там же было вот это неуклюжее замерение Кадырова с Вайной, фотография с подписью «Дорогой брат» в конце. Но из этих двоих дорогих братьев-то Вайлдберрис остался у Кадырова. Потому что тогда Путин, как я же говорил уже, он в очередной раз перепугался. И он все-таки, несмотря на свою изначальную решимость, там, да, что такое, что там Рамзан себе позволяет, стрельба в центре Москвы, значит, давайте это самое, разберитесь, накажите виновных. Значит, но тут, значит, очередные, значит, проблемы на фронте. И Рамзан, значит, в какой-то момент прямо было дал команду. Вот там было это знаменитое собрание всех его боевиков, значит, которые они потом еще опубликовали. Я о нем рассказывал еще как о закрытом совещании. Они потом решили еще и запостить прямо оттуда все слова Рамзана, где он говорил: я чеченец, я домой Дон возвращаю. Вот Да. это вот все. Значит, и он там, как бы, грубо говоря, по сути, уже пригрозил, ну, выходом из состава Российской Федерации, выходом из юрисдикции, значит, российских генералов. Потом был наезд на Колокольцева с Бастрыкиным прямой от Рамзана, опять под камеры. И тогда Путин подумал, что если сейчас начнется Третья Чеченская, то это для него точно конец. И поэтому он сказал: успокойтесь уже с этим Вайлдберрисом,
Пусть Рамзанчик, значит, развлекается. То есть И Рамзан тут, сейчас управляет Wildberries, правильно? да, 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 Рамзан управляет Wildberries, и более того, Керимов по-прежнему, значит, я вот буквально на днях, значит, опять связывался со своими знакомыми хорошими из Дагестана, они мне рассказали, что Керимов очень сейчас тяжелой жизнью живет по-прежнему, то есть он по-прежнему ждет пули в голову, его охраняет ФСО, он Мгм. живет на даче на Воробьевых горах, вообще не ходит никуда на работу, никуда в мир, на заседание Совета Федерации практически не появляется, значит, а если куда-то и выезжает, то это там, значит, это прям спецоперация, значит, военная, чтобы он куда-то переместился из пункта А в пункт Б, не будучи убитым, взорванным, бла-бла-бла. Значит, соответственно, поэтому там ситуация интересная, там очень все взрывоопасно, и там есть еще и вот этот трагический, значит, инцидент с Бувайсаром Сайтиевым, потому что Сайтиева очень любили люди. Вот, это такой чеченец-акинец с реальным авторитетом, он потому что, ну, вот что касается спорта, ну, вот в хоккее Третьяк, да, я не знаю, в футболе там, я не знаю, Олег Протасов, Яшин, да, да, а вот вот именно, Пеле, да. да, Лев Яшин, а вот в борьбе, вот Бувайсар, он реально был вот таким вот легендарным человеком. А что такое для Кавказа борьба, ну, все мы прекрасно Да, да, понимаем. да. И вот, значит, он чеченец-акинец. Интересная ситуация в том, что он же вырос в Дагестане, и его вполне серьезно, значит, и люди Рамзана и Рамзан подталкивали, значит, к назначению на Дагестан вместо Меликова, который абсолютно там, это просто ненавидимая фигура, там, 99% Мгм. населения Дагестана, и его точно надо менять, и ему уже сказали, что готовься к смене, но тогда уже вроде как даже была, значит, одобрена эта кандидатура Путиным, который не счел это большой угрозой, что, ну, там, да, он знаком с Кадыровым, но, значит, он за него мне говорят, тут и Золотов, который, правда, тоже кадыровский человек и Да. другие там, что он хороший парень, значит, да, и люди его любят, значит, это точно там, ну, значит, и, соответственно, его должны были назначить, но его убили ФСБшники, чем-то отравили, потом выкинули в окно, эту историю вы знаете, Рамзан встречал гроб, плакал, значит, со всеми священниками, значит, там, со всем, значит, своим каганатом, значит, и вот это вот, значит, тоже Рамзана очень как бы рассердило, ну, Мгм. потому что, да, потому что он думал, что сейчас они, значит, Чечня и Дагестан составят такой мощный кулак отпора, значит, этим московским генералам, а московские генералы, значит, на опережение убили Бувайсара, и поэтому, значит, Дагестан, не то чтобы Рамзан хотел присоединить его к себе, там народ на это не очень-то и пойдет, вот, но все-таки они были бы достаточно как бы близки идеологически, более близки, чем Мгм. сейчас, намного более близки. Потому что сейчас Дагестан, грубо говоря, это красная зона. Это там собственно, московский силовик и сидит. Никакой он там Да. не близкий к Дагестану человек, несмотря на там отчество, да, определенное. Ну так вот, значит, это тоже, это не получилось, но у Рамзана злость-то на это тоже остается. А Мгм. когда он злой, он как бы не очень политически грамотно часто действует. Он действует на эмоциях часто, чем на, значит, логике. Поэтому там вот прямо спичку поднеси, там полетит. Это вот тоже интересная очень такая ситуация. Буквально очень коротко, одной фразой, если можно, Машкович, арест, удар это по Патрушеву или, в принципе, пока что еще непонятно, по кому это удар? Да, просто Джаба Гадюкин российский, там сейчас нет больше правил, там нет больше разделенного, значит, рынка, там нет больше главного арбитра в виде Путина, там есть дикий Запад, там есть дикий капитализм, дикий передел капиталов, точно так же неправедно нажитых, поэтому таких вещей много произошло, уже много убито, значит, топ-менеджеров, много владельцев убито бизнесов, еще много будет, потому что они сами согласились на это все. Они сами страну направили по этим рельсам беспредела, диктатуры, авторитаризма. И чего они хотели, то и получили, пожалуйста. Получите, распишитесь. Спасибо тебе огромное. Ребят, ждем вас в комментариях, причем достаточно активно ждем вас в комментариях. Как видите, мы их читаем, мы их помним, мы их даже цитируем. Поэтому в сад, все в сад. В комментарии, все в комментарии. Береги себя и до встречи.